Ну, с анимированно это круто, конечно. Оу, нормально полетел. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Ну что, вышел долгожданный 45-й эпизод Skibidi Toilet на канале DaFuckBoom. Судя по превьюшке, это будет эпичная битва между гигантским ТВ-меном и спикерменом, который сейчас находится на стороне скибидистов. Ну что, ставьте лайк, подписывайтесь, жмите колокольчик и поехали. Итак, начинается с эпичного взрыва. О, огромный туалет на заднем плане, он уже как местная достопримечательность. Он все летает, тут смотри, оу. Вот это неплохо, слушайте. Ну, с анимированно это круто, конечно. ТВ-мену вообще по боку. ТВ-мен, давай ему по морде. Оу, нормально полетел. У него джетпак, как у Карла Джонса. Ау, он чё, колонку у него забрал? Ну-ка, улыбнись. Что-то у него какая-то улыбка такая достаточно сдержанная, да? Эмоции у нашего паренька. Ну, слушайте, подождите, давайте-ка еще раз, тут теперь поподробнее несколько это дело осмотрим. Так, вот, значит, раздолбанные унитазы лежат, это понятно. Смотрите, полетел. Кто полетел? Кто? Там полетела лысая голова какая-то, да, ну, наверное, это не какой-то памятный особо персонаж, наверное, просто стандарт. Отбился от унитаза, то есть он в него швыряется унитазами, его же соратниками по борьбе. Это, понимаете, да, сами уровень злодейства какой, ну... Ну, это же злодейство. Злодеи у нас скорее скибидисты, да? Но, тем не менее. Так, смотрите, он берет, значит, и... Да, он реально колонку у него одну стырил. Стырил одну колонку, и ему приходится спасаться бегством. То есть, кто победил? Ну, это, ребята, совершенно очевидно. У него даже улыбка, видите, какая? Сдержанная, как крутого парня, типа. Он даже не должен сильно улыбаться, да? Победа была настолько очевидна, он слишком крут, чтобы слишком активно радоваться таким очевидным вещам. Я понял. Блин, какая классная аватарка. Вот эта рожа, я не могу. Не первый раз смотрю, каждый раз смешно. Ну и, конечно же, Фордом. 5-я серия. Разбор. Полностью посвящена битве между Титаном ТВ-меном и Титаном Радиоменом. Да. В ней есть множество мелких деталей. Вон они как друг на друга дружелюбно смотрят. На очень интересные явления. Видео начинается с того, что камерамены прячутся от битвы среди домов. Кстати, да, этот, короче, немножечко у него жим-жим. Ну, бывает. Я понимал. Разумный, в принципе, поступок в данных обстоятельствах. Они могут помочь. Мы видим агента с Вантузом, который раньше уже был показан. Я думал, я агента с Вантузом. Агент Свантус. Я думал, это такая фамилия, типа. Я не сразу сообразил, думаю, а когда вообще фамилии у нас появились? Что, какое-то досье, что ли, было на агента Свантуза или что? Ладно, агент Свантус сидит, значит, окей. В сериале и даже был оператором в одной из серий. Видимо, DaFuck продолжает его использовать. Да, агент Свантус на корточке, да, потому что он с Вантузом сидит на корточке. Нормально, в принципе. Он еще ему пригодится в будущем. Вокруг разбросано, как всегда, множество сломанных скибидистов. Потом мы слышим звук битвы. О! Морда! Смотрите, вот я сейчас заметил, а я когда смотрел, тогда не заметил. Там какой-то типа G-Man нового поколения стоит. В окне слева мелькает человек, но не просто человек, а старый персонаж из видео, так называемого удаленного эпизода Skibidi. Да, я помню. А как ты узнал, что это он? Что-то там не сильно сказать, что различить можно было это дело. Мне данный старый эпизод часто кидали, но хоть там и есть нами знакомые персонажи, такие как камерамены и даже ТВ-мен, на самом деле он никак не относится к новой вселенной Skibidi Toilet. Смотрели мы про этот видос, я только не помню, на канале Фордл или на канале Liberty. Короче, на каком-то канале смотрели инфу про этот эпизод. Это было, да. Там появились впервые эти камерамены. Потому что камерамены это были старые персонажи DaFuck, которые он любит иногда использовать. Как доказательство скина. Камерамены атакуют. Привет, я тут листал посты в сообществе и вот что увидел. Да, это как раз мы читали. Записи сообщества. Значит, это у Фордала было. Видим, как падает один из вертолетов скибидистов, который появлялся в конце прошлой серии. Из чего следует вывод, что сражение между титанами в самом разгаре. И вот появляется Титан Радиомен. Он явно в роли слабого. Ну да, то как он сейчас, как, знаете, такой баскетбольный мяч отлетел откуда-то и еле-еле сгруппировался сейчас, чтобы выстрелить. Ну тут понятно, что походу его швыранули конкретненько так через весь город. Ну бывает. Как будто его сильно толкнули. Выстрелив из своей пушки, он получает в лицо своего товарища. И тут появляется сам виновник торжества. Получает в лицо унитазом. Как видно, лазер Радиомена Титана
который раньше отлично справлялся с толпами скибидистов и агентов. Да, слушай, он и сейчас неплохо справляется без толп, но с одним вот таким вот товарищем он неплохо справляется. Не в принципе. оказывает вообще никакого влияния. Вообще, я сейчас подумал, он, наверное, у него для чего колонку-то оторвал? Может быть, он пытался, может, дотянуться рукой, чтобы вырвать у него паразита? Потому что вообще, по-хорошему, у этого спикермена, у него надо просто паразита же вырвать, и все будет норм. TV-мены Титана. Я делаю из этого вывод, что TV-мены не просто не хрупкие, но и довольно крепкие. Ну да, этот вывод я согласен, я его тоже делаю после просмотра этой серии, да. TV-мен не спеша подходит к радиомену Титану, но тот просто отлетает в сторону и продолжает наносить удары издалека. И тут сбывается моя теория прошлого ролика. Не сказал бы, что его ждет большой успех в связи с такой манерой ведения боя, конечно. А именно. Также я подумал над своей теорией о том, что возможно TV-мен Титан умеет летать. По сути, к нему прикреплено целых 2 вертолета радиоменов. Было бы честно, если против летающего радиомена Титана выступил бы тоже летающий Титан. Как понятно. Ну, собственно, да, и теперь мы, по-моему, понимаем, что Фордл это, наверное, просто другой аккаунт Дафак Бума, и на самом деле это он. Потому что, ну, он реально, он все постоянно предугадывает. Или Дафак подписан на этот канал и смотрит, потому что он же, насколько я понимаю, русскоязычный. TV-мен Титан обзавелся большой ракетой на спине, и чтобы взлететь, ему все равно нужна помощь лопастей на колонках. Он за считанные секунды подлетает к Титану радиомену и хватает его. Ну, это красиво было, это было красиво сейчас, вот этот подлет. Мне понравилось, да. Тот явно ошарашен данным фактом и встает, готовясь нанести новый выстрел. Кстати, тут видны настоящие габариты Титанов относительно друг друга. И как я говорил в прошлых роликах, что Титан TV-мен довольно огромный. Ну, побольше. Явно больше остальных Титанов. Он и побольше, и помассивнее как-то, знаете, и побольше, и поширше, посильнее. Летун еще он обалденный. Тут нам раскрывают, зачем нужны эти странные конструкции на спине и плечах Титана TV-мена. Оказывается, это механические лапы с лезвиями. Они могут довольно сильно удлиняться и хватать что-либо на большом расстоянии. TV-мен Титан нанес ими рану радиомену и вырвал одну из главных колонок. После чего Титан Радиомен, недолго думая, пытается скрыться. Да, а куда денешься, да? Тут лучше скрыться, конечно, когда такое вот происходит, я согласен. Дальше. Ну и TV-мен Титан. Я бы тоже попытался скрыться, если бы мне колонки сорвали с плеч. А куда годится? Ходишь ты тут, значит, колонки себе нацепил, чтобы они... А те их раз и срывать вообще никуда не годится. Медленный, чтобы не ужасно. преследовать его. В конце он использует способность TV-мена и телепортируется за ним. Да, короче, все, спикермен, до свидания, походу. Я не знаю, его только G-Man может спасти в следующей серии. Я так думаю, что он, наверное, к нему полетел. Потому что его G-Man уже как-то один раз спасал, он его грудью своей G-меновской заслонил, понимаете, от опасности. Когда ученый, по-моему, в него из пушки там разряд выстрелил. Поэтому ждем появления G-Man, наверное, и спасения внезапного. Кстати, как по мне, он не просто отрывает одну из лицевых колонок. Ведь за ней видно, что там скрывается паразит. О! Ничего себе! Я вот тоже, смотрите, что-то допетрил, да? Я же говорю, он пытался его, скорее всего, сорвать. И такая, наверное, была цель. Титан TV-мен хочет его загипнотизировать и удалить. Ну или так, да. Или просто сорвать, кстати, что тоже не исключено. Ну, наверное, да, загипнотизировать, просто оторвав все колонки, да, чтобы он там ему ничего не заслонял изображение, да. Загипнотизировать, да, в принципе, можно. Еще у меня есть маленькая В принципе, теория. можно. Спикермена ты не загипнотизируешь, он же спикермен, у него же нету глаз, камер там и так далее. Почему Титан TV-мен телепортируется куда-то? Не знаю, куда именно летит Титан Радиомен. Все просто. Он оставил себе его колонку. И как по мне, TV-мены могут ощущать и следовать туда, где находится хозяин вещи, которые они держат. Интересная теория, может быть, так и есть. А может быть, он просто захотел там включить этого Эминема себе, поэтому колонку сорвал еще одну дополнительную. Может быть, там звук лучше проверяет, тест. Аудиофил, Титанмен, короче, такой, да, TV-мен. А на этом все. Свантус, здрасте, товарищ Свантус, да. А вы не сидите в сторонке, не будьте как товарищ Свантус, кликайте сюда и переходите, смотрите следующее видео, да, которое я для вас подготовил. Если вам нравится тематика скибиди туалетов, то здесь вам тоже, в общем, будет интересно, как обычно. В общем, всем счастливо, удачи и пока, увидимся вот там.